Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 19 по 25 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, и любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но я надеюсь, альтернативные варианты развития событий мы допускаем, ну и нашего восприятия тоже. Первую карту традиционно достанем, что важно знать, или каков приоритет может быть на неделе, или чему придется уделять, в какой сфере нашей жизни больше внимания. Что думают? Колода карт. Таро Висконти Сфорца для вашего знака. Итак, что важно знать? Чего не избежать или, может быть, неожиданности? Чему сейчас не время? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам деятельности, жизни, дела, работа, бизнес, финансы. И как видят карты личную жизнь. Что важно знать для овнов? 7 жезлов. Активная будет достаточно недели, скучать будет точно некогда. Это может быть как людей много вокруг вас. Или каких-то у вас самих будет много задач, решений, что-то вы себе запланируете. И поход может быть по каким-то кабинетам, по чиновникам. Что-то вы можете согласовывать. Или сам по себе темп жизни вы тоже будете ощущать. Но по этой карте есть такой элемент, как соревнование, или может быть и спор какой-то возникнуть, но тогда мы в нем особо не принимаем участие. Карта нам говорит больше быть с позиции стороннего наблюдателя, не торопиться буквально в какие-то вопросы ввязываться, может быть сначала что-либо проанализировать, а самое главное пронаблюдать, посмотреть, может быть подождать даже немножко, как разовьются события. Иногда так бывает, мы куда-то торопимся, а если вот чуточку мы себя притормозили, глядишь, без нашего участия и вопрос быстрее решится, да и у нас как-то проблем меньше. Вот, наверное, по этой карте первое значение, оно будет именно такое. Хотя и есть и другое, когда мы вынуждены себя защищать, словно парировать, и тогда по этой карте у нас тоже будет достаточно сил. Это не крупная карта, и, видимо, нет чего-то такого, знаете, глобально важного. Где-то обычная спокойная неделя, если ее можно так назвать, по 7 жезлов. Ну, какая-то рутина будет, и, в принципе, разговоры, контакты с людьми для всех из нас, я думаю, это не новость, правда? Давайте мы посмотрим, чего не избежать. Вот правда 7 жезлов, и мы сказали, что не торопиться куда-то, пронаблюдать сначала. Карта Луна. 1000 каких-то неопределенностей. Или обстановка по Луне, по этой карте нам как будто сразу говорят, будет впоследствии меняться. И буквально значение карты «подожди», выглянет солнце, и все встанет на свои места. Поэтому, наверное, сама неделя может быть такая, знаете, завуалирована, как в тумане. Но есть еще то, что сложно на что опереться, может быть, или какие-то гарантии, вот их как будто нет. И поэтому распланировать на последующий период или предугадывать где-то, как какая-то логическая цепочка развития событий разовьется, да, вот эти самые события, тут тоже мы не просчитаем. И карты нам советуют не делать больше 1 шага за раз. Вообще больше, правда, позиция стороннего наблюдателя. Есть по карте Луна, чего не избежать, как будто какая-то приостановка может быть. Или какие-то неясности, которые мы вряд ли разрулим на этой неделе. Что-то перейдет на следующую. Или что-то притормаживаться может. Но карта нам говорит, если мы оказываемся в местах скопления людей, мы должны быть очень внимательны к самим себе. Потому что вот эта фраза, когда «меня несет толпа», вот как раз, когда мы не управляем ситуацией, вот в таких обстоятельствах нам лучше не находиться. Поэтому примите, может быть, это во внимание. Эта карта очень хорошо проигрывается в личной жизни, и Луна у нас обозначает гармонию в собственной душе. Это где-то интуиция и
тепло дома, домашнего очага, комфорт, уют, наши близкие где-то. И вот у кого-то из вас, может быть, больше внимания будете уделять вопросам личной жизни или идеальное время, например, для отдыха. Но должна сказать, если мы куда-то отправляемся в поездку, может быть, быстро, и по семерке жезлов может быть такая смена событий, когда нам вдруг куда-то нужно будет срочно ехать. Тогда будьте внимательны, подмечайте все, что вокруг. Потому что по карте Луна есть значение, когда мы какую-то оплошность можем именно в спешке совершить. Это не есть что-то глобальное, но вот прошляпить что-то как будто мы можем. Поэтому будьте аккуратно где-то, и больше концентрации внимания нам точно не помешает. Одним словом, берегите себя, мои дорогие. Чему сейчас не время? Это карта Иерофанта, старший аркан. Думать, что мы уже все оформили, с чем-то мы определились. Хотя по карте Иерофант нет какого-то такого главного значения, чему сейчас не время. Время всему, в принципе. Но, наверное, не время, может быть, думать, что я какое-то дело уже закончил или я уже подписал. Например, если вы обращались, вот мы говорим, в какие-то инстанции, например, хотите выяснить какой-то вопрос, вам могут сказать, к примеру, что ваш вопрос решится вот таким-то образом. А у нас выпадает карта Луна, чего не избежать. И вполне вероятно, что через несколько дней ситуация как-то поменяется. Так бывает в нашей жизни. Бывает, закон действует на сегодняшний день один, а через неделю будет принят какой-то подзаконный акт или какие-то внесены поправки. И значит, тоже какая-то ситуация может меняться. Поэтому что-то загадать наперед, это точно невозможно. Но мы собой не рискуем. Учиться чему-то прекрасно. Как будто углубиться в изучение какого-то вопроса. Замечательно. Но сказать, что дело у нас уже все решено, сделано, уже мы что-то совершили. Как будто, всплыть какая-то может новость, и нам придется какой-то, может быть, последний штрих доделать, переделать, или в чем-то словно сыграть последний аккорд. Вот какие-то элементы с тем, что изменения какие-то будут впоследствии, такое тоже может проиграться. Что нам помогает на этой неделе? Когда мы честны сами с собой, когда мы смотрим на ситуацию хладнокровно, отстраненно, что есть у нас по факту, видим конкретно ситуацию без эмоций или какие-то обстоятельства, когда мы готовы искать нужную информацию, может быть, так достаточно прилежно, скрупулезно, не пропуская ее через себя, то есть без эмоций, повторюсь, как будто наше отношение к какому-то делу, лично вот наше, оно не имеет никакого значения. Есть какая-то правда по пажу мечей как раз, когда мы до какой-то сути хотим докопаться буквально или изучаем что-то очень так скрупулезно, пристально, внимательно. Или мы ищем, может быть, как обустроить тот или иной вопрос, или решить тот или иной вопрос, дело, проект какой-то наш, и мы просто ищем информацию, как это сделать правильно. Тоже не самая крупная карта, но наше где-то прилежание, спокойствие, умение видеть ситуацию без эмоций нам, безусловно, будет помогать. Дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем. Правда, что-то может стать на паузу. И какая-то карта повешенного. Конечно, как и в любой карте, а это старший аркан. Вот обратите внимание, как Луна у вас выпадает, вот эти все три позиции. Это старшие арканы, мои дорогие овны. Когда старшие арканы, это значит, есть какая-то обстановка вокруг нас, которую мы изменить не можем. Нравится это нам или нет. Обстоятельства жизни на данный момент, они такие. И поэтому, может быть, нам и помогает отчасти хладнокровие. И здесь эта карта повешенного, и первое значение: мы не должны, к примеру, согласиться на какую-то, может быть, ситуацию или с каким-то делом, или кому-то сказать «да» преждевременно. Это по работе, делам, бизнесу. Быть более хладнокровным, чтобы себя не дать втянуть в такое подвешенное состояние, или в какую-то мутную сделку, или ненадежные люди, может быть, мы тут начнем с ними взаимодействовать, а потом, буквально окажемся заложниками этой ситуации или каких-то наших обещаний. Для кого-то из вас не рискуйте деньгами буквально, потому что в этой колоде карт это проигрывается отрыв от материи, потому что человек словно парит между небом и землей, понимаете? Значит, в материальном плане
тоже никакого риска, тоже никаких каких-то обязательств, которые долгоиграющие на последующий период. Нет, нам уже карта Луна говорит, что это вот сейчас такая ситуация. А потом все встанет на места, прояснится, будет что-то вам четко, ясно, конкретно, понятно. А вот сейчас еще так вот размытые какие-то очертания. И поэтому еще раз нам говорят, аккуратно. Беречь себя и не попадать вот в такие скользкие, непонятные ситуации. Для кого-то из вас это просто может карта означать, ведь повешенный сам себя словно подвесил. И ему это необходимо, чтобы посмотреть словно на какое-то дело или на ситуацию со стороны, с другого ракурса. И тут как раз здравомыслие, хладнокровие, которое нам помогает, очень тоже идет в тему. Поэтому... Может быть, и вопросы такие могут быть, когда что-то быстро мы не решим помимо нашей воли. Или вам что-то пообещали, например, по работе, или по оформлению документов. Или вы сами, может быть, мои дорогие овны, себе запланировали какое-то дело, а тут обстоятельства как-то будут меняться. И, возможно, придется переключиться на совершенно что-то другое. Или... К примеру, мы ожидали, что мы получим на этой неделе документ, а вдруг вот что-то не получится оформить. Какие-то задержки, правда, могут быть, по независящим от нас причинам. И поэтому переживать тоже как будто смысла нет. Все решится в свой момент. Но основная задача, мы не должны быть в каком-то подвешенном состоянии раз и где-то не попасться на крючок каких-то уговоров или скользких ситуаций. Что у нас по финансам? Восьмерка жезлов – это карта скорости, карта информации, каких-то новостей, причем часто внезапных, или тех, которые вообще из какой-то другой сферы жизни, где мы не ожидали, что какие-то либо перемены, либо новости, на которые мы должны отреагировать. И в этом значении карта скорости как раз и говорит, что нам, может быть, придется переключиться на что-то. Может быть, это будет связано с работой, где-то ж мы зарабатываем финансы, правда? Или какое-то известие, которое так или иначе будет иметь подсмысл либо денег, либо имущества, вот что-то такое. Но чаще всего эта карта проигрывается со знаком плюс, и значит, могут быть как предложения, например, да, вариант. А давай-ка мы с тобой денег заработаем. Я знаю одно хорошее дело. Вот и такого плана предложения, ох, надо быть очень осторожному и внимательному. Но все-таки есть элемент того, что мы можем и получить деньги внезапно. Может быть, это деньги из разных источников, но все же всяческий риск мы как будто должны исключить. И отчасти по карте Иерофант никакого риска вообще ведь быть и не должно. И пусть это в позиции «у нас выпало чему сейчас не время». Нет, Иерофанту время всегда, потому что это карта законника, и стало быть... Мы закон нарушать не должны, потому что мы можем понадеяться, что а вдруг где-то так вот пронесет. То есть как-то получится у нас так красиво выйти из какой-то ситуации. А вот нет, как будто нас может какой-то закон настигнуть, поэтому мы его не нарушаем. И вот такие непонятные какие-то ситуации мы должны максимально прояснить. Или лучше на что-то не согласиться как будто сразу, а подождать какой-то период времени и посмотреть, как поведет человек. Или что человек говорит, а как он действует. Или посмотреть, как разовьются в дальнейшем события. Но где-то себя больше придержать, нежели куда-то поторопиться. Несмотря на то, что у нас выпадает карта скорости. В личной жизни, правда, у кого-то может быть запланирован переезд и оформление документов, как раз связанные с поездкой, может быть, даже не только переезд, какие-то перемещения, новая работа по этой карте проигрывается. Хотя это у нас выпадает на личную жизнь, но вообще это карта заслуженного успеха. И это тот успех, который зависит от наших приложенных усилий. Может быть, у кого-то из вас встреча с вашим любимым человеком или встреча с вашей семьей. То, что стояло где-то на паузе. Или вы в разных проживаете городах, странах, может быть, по воле случая, судьбы вы так оказались и будете планировать, как съехаться вместе. Или вы отправитесь к кому-то. Или это может быть... не совсем про личную жизнь, но в каком ракурсе? Не про любовь, потому что личная жизнь все же не только любовь и какие-то чувства, а это еще и наши амбиции. И у кого-то из вас именно ваши какие-то планы могут встать на повестке дня на первую
позицию этой недели, и вы будете что-то для себя решать, согласовывать, как будто будет желание куда-то либо съездить, отправиться, может быть, и придется это сделать. У кого-то эта карта еще может означать, что мы словно с учетом пажа, мечей, иногда проходит, как мы обучаемся чему-то. И вполне вероятно IT-сфера или работа в интернет, обучение каким-то новым навыкам, может быть, работы на компьютере у кого-то. Или это работа удаленная может проиграться, и тоже вы какому-то алгоритму, как взаимодействовать, например, с клиентами, или онлайн-магазин. Вы тоже как будто будете детализировать, как, что мне тут поступить, как мои действия и как вообще действовать в дальнейшем, как развивать. Ну вот любую какую-то информацию, когда мы обучаемся или когда мы начинаем что-то для нас еще, ну, не вполне изведанное. Мы готовы к тому, чтобы где-то вступить на новую землю, так и отправиться в путешествие, так и сменить работу или добавить работу. Может быть, и так у кого-то проигрывается. И часто по этой карте расстояние имеется в виду не только когда километраж, буквально, почему мы говорим о перемещении, но иногда может проиграться и где-то по времени. Все же у нас карта заслуженного успеха, то есть приложенные усилия. И понятно, что это не в разрезе одного дня или недели. И значит, через какой-то период нам как будто любому проекту нашему все равно сужден успех. Вот такая неделя. Правда, ни одной карты про любовь нет, но, видимо, какие-то другие вопросы стоят на повестке дня. Или нам сказали, что чего не избежать, я думаю, в той паре, у кого сейчас все хорошо, по карте Луна, вот как раз это значение проиграется максимально. Но про новую любовь, по крайней мере, из этих карт, мои дорогие овны, я сказать не могу. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие.